Сегодня у нас два рецепта, оба простые, но с интересными деталями. Начинаю с первого – тушеный хек с овощами. Рецепт подойдет и на обед, и на ужин. Просто, вкусно и, как обычно, с изюминкой. Хек сначала нужно очистить от внутренностей и чешуи. Лучше брать рыбу не крупную, она быстрее готовится и вкус у нее нежнее. Подойдет и минтай, и хек, и другая белая рыба. Нарезаю рыбу порционными кусочками, примерно по 4-6 см. Сковородку застилаю пергаментом, немного сбрызгиваю растительным маслом без запаха. Выкладываю рыбу в один слой, накрываю сверху второй частью пергамента. Затем накрываю крышкой. Ставлю на минимальный огонь и готовлю примерно 10 минут. Важно не передержать, пусть лучше немного не доготовится. Дальше вы поймете почему. Спасибо всем, кто подписан на канал, делится видео и оставляет комментарии. Мне очень приятно читать ваши комментарии, а список продуктов, как обычно, находится в описании под этим видео. Пока рыба готовится, займусь овощами. Очищаю и нарезаю один репчатый лук, не слишком мелко, чтобы он чувствовался. Сковороду разогреваю, наливаю немного масла и выкладываю лук. Обжариваю его до прозрачности. Тем временем натираю крупную морковь и добавляю к луку. Все вместе тушу пару минут, пока морковь не станет мягкой. Теперь очередь помидоров. Беру 2 средних, нарезаю крупным кубиком и добавляю в сковороду. Все продолжаю готовить на среднем огне. Когда овощи стали мягкими, самое время добавить специи, немного соли, смесь специй для рыбы, у меня в составе есть сушеные помидоры, а также хлопья сладкой паприки. Они усиливают вкус и придают легкий аромат копчености. Вот здесь вы можете добавить и сладкий перец, если любите. Добавляю томатную пасту, 1 столовую ложку уксуса и примерно 150 мл воды. Если вам достаточно кислоты помидор или вы не любите уксус в блюдах, просто не добавляйте или добавьте чуть-чуть в самом конце. Регулируйте по своему вкусу или настроению. Тем временем рыба уже остыла. Осторожно отделяю мясо от костей, стараясь убрать все крупные и мелкие косточки. Получившееся филе перекладываю обратно в сковороду к овощам. Перемешиваю аккуратно, чтобы рыба не развалилась полностью. Накрываю крышкой и тушу еще 5 минут на слабом огне. Соус почти покрывает рыбу, так что прямо сильно мешать и не нужно. Подавайте с любым гарниром, хорошо подойдет отварной картофель, рис или другая крупа, а можно просто с ломтиками свежего хлеба. Вкус получается насыщенный. Свежие овощи также хорошо подойдут к такой рыбе. Теперь второй рецепт. По составу минимальный, а по вкусу один из любимых. Первое блюдо в ярко-красном соусе, а теперь совсем другой настрой. Нежная рыба в белом соусе. А главное, готовится несложно, а выглядит аппетитно. Начинаю с рыбы. Беру хек не слишком крупный, потому что у мелкой рыбы мякоть нежнее и готовится она быстрее.
Очищаю от чешуи и внутренностей, отрезаю плавники, промываю и нарезаю поперек на кусочки. Солю рыбу, приправляю молотым кориандром, сушеным базиликом и немного копченой паприки. Она придает легкий аромат дымка, особенно вкусно в сочетании с белым соусом. Можно добавить капельку розмарина, но совсем чуть-чуть, чтобы не перебить вкус рыбы. Если у вас есть любимая приправа для рыбы, смело используйте. Дальше обваливаю каждый кусочек в муке. Это не только для корочки, так рыба сохранит внутри всю сочность и не развалится при тушении. Обжариваю в сковороде с растительным маслом на среднем огне до легкой румяной корочки. Сильно зажаривать не нужно, чуть подрумянилось с двух сторон и достаточно. Внутри пусть останется немного сыровато, потому что дальше мы ее будем тушить в соусе, и она дойдет до полной готовности. Пока рыба остывает, подготавливаю овощную смесь для соуса. Беру одну луковицу, не слишком крупную, и нарезаю ее тонкими полукольцами или мелким кубиком, как вам привычнее. Обжариваю лук, добавляю немного масла, если нужно, и жарю до мягкости, пока он не станет золотистым и сладковатым на вкус. Тем временем беру пару небольших соленых огурцов, нарезаю их тонкой соломкой и добавляю к луку. Вместе они дадут приятную текстуру и интересный вкус соусу. Если у вас нет соленых огурцов, можно взять маринованные. Получатся по-другому, но тоже вкусно. Вливаю в сковороду стакан воды, перемешиваю и накрываю крышкой. Тушу овощи 5-6 минут на среднем огне, чтобы все стало мягким и соединилось между собой. Это будет основа для нашего белого соуса. Теперь готовлю сам соус. В отдельной миске соединяю 2 столовые ложки сметаны и примерно столовую ложку муки. У меня сметана средней жирности 15%, достаточно густая, чтобы дать нужную консистенцию. Хорошо размешиваю, чтобы не было комочков. При необходимости добавляю немного воды, чтобы соус получился кремовый, но не густой. Следующий ингредиент – немного острой горчицы. Она делает вкус глубже и интереснее, особенно в сочетании с соленым огурцом и луком. Добавляю примерно чайную ложку, но ориентируйтесь на свой вкус. Перемешиваю и все, соус готов. Выливаю его в сковороду с луком и огурцами, перемешиваю и даю покипеть на медленном огне 5 минут, чтобы мука прогрелась, а соус загустел. Он становится насыщенного цвета. Можно немного подсолить, если нужно, и добавить щепотку молотого перца. Все, основа готова. Аккуратно выкладываю в сковороду кусочки обжаренной рыбы. Распределяю их по поверхности, чтобы каждый кусок был покрыт соусом хотя бы частично. Накрываю крышкой и томлю на самом медленном огне еще 8-10 минут.
За это время рыба полностью дойдет до готовности, а все ароматы соединятся. Старайтесь не перемешивать. Лучше слегка покачайте сковороду, чтобы соус распределился равномерно. Теперь гарнир. Такой соус прекрасно сочетается с картофельным пюре, перловкой, гречкой или макаронами. А я сегодня отварила простой белый рис. Он хорошо впитывает соус, делает блюдо сытным и при этом не перебивает основной вкус. Насыпаю рис в мисочку, утрамбовываю ложкой, накрываю тарелкой и переворачиваю. Получается аккуратная рисовая горка. Рядом порция рыбы с соусом. Сверху можно украсить зеленью или парой тонких ломтиков огурца. В итоге очень вкусное, насыщенное и при этом легкое блюдо. Если вам понравился рецепт, поддержите видео лайком. Это помогает каналу развиваться. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые идеи. У меня на канале много простых и вкусных блюд. Список всех продуктов, как всегда, есть в описании под видео. А в конце загляните в рекомендованные рецепты на заставке. Может, что-то из них тоже вдохновит вас на ужин уже сегодня. Приятного аппетита и до встречи!